лета 2011 года на Казихе, где-то июнь-июль, вот когда я там впервые появился, бегает куча народу, в частности, какой-то мальчик с камерой, я на него так даже особого внимания не обращал поначалу, помню. Ты сейчас поедешь за рациями, которые были забыты в машине. А куда мне ехать? Сейчас ты позвонишь мужику, и он тебе скажет, куда ехать. Ну, пусть хватит. Ну, что ты мне так смотришь? Ребенок зачем-то поперся на день гнева. Ты на день гнева ходил? Я находил на день гнева. Я, если честно, тогда не знала, сколько ему лет. Сначала он сказал, что ему 16, и потом уже разговаривая с его мамой, я поняла, что там всего 14, но сейчас уже 15 лет. Ну ладно, спасибо. Последний год, перед выборами, когда Медведева выбирали, вышел снимать. Просто снимать не для кого, лично для себя, для интернета. Со школы, как учусь, до 2 часов, до 3 делаю уроки, там успеваю. А дальше уже свободное время, то, что остается, посвящаю редакции на определенные акции, мероприятия. Андрей интересен тем, что он всегда готов учиться. Учиться именно снимать качественные сюжеты, брать интервью. В нем есть сочетание подросткового и взрослого. И вот этим он интересен. Конечно, многое придет с возрастом. Меня задело то, что сносят здания, которые строили деды, да, и приезжают там какие-то Анзори Хаси, откуда они там, я не знаю, хотя у них зарегистрирован в Туле еще в каком-то городе их компания, начинают это все сносить. А это уже как называется? Я приезжаю как журналист осветить события, но не лезу в оппозицию, в эту всю, которая у нас сейчас творится в России. За наш суверенитет! Я походил еще на митинги, на некоторые, вот услышал опять же, какие проблемы за последние вот эти вот 2-3 месяца случились, вот поменял все-таки свое решение. Ни одна партия не подходит нынешнему народу. Это ОМОН, который на Триумфальной постоянно, это Чуров, но это секретные сотрудники, которых здесь тоже полно. Сегодня это значимый день, день выборов. Уже год работаю я внештатником интернет-канала Фронта ТВ. Туда пришел, даже не успел сказать, давайте я вам там кадры буду предоставлять. Они мне сразу же предложили, так сказать, роль внештатного журналиста. О, шек, Паш! Он Даня. Да, я вижу. Мы в половину здесь был уже, они уже всех винтили. В тот момент оппозиционных каналов, такие крупнейшие, которые в Москве, были «Грани» и Фронта ТВ. «Грани»-то я давно знаю, в принципе, они не так интересны мне были. Вот я на Фронта ТВ пошел. Ну возьми атлас. Ну я приеду, я возьму атлас. Ну потом уйдет уже учительница. Здравствуйте. Она к этому относится. Так особо не реагирует. I found my thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill. Не успели. Сколько вы уже в отделении? А, в Тверском вы, да? Понятно. Здравствуйте. Долгое время мы выходили на Триумфальную, там по несколько сот человек, если вообще там не по 50, вот когда по вторникам, да? Долгое время казалось все мертво. Вот, и вдруг произошел взрыв. Теперь спускай, давайте снимать. Когда сократили наш канал, очень сильно оппозиция решила взяться за власть. У нас осталось вместо 57 человек. Мы стали еще чаще ходить, наши корреспонденты, поэтому я попадал практически на каждой акции. Частное
Что там? По мере того, как он входил во все эти проблемы, он начинал относиться к ним более сознательно. Сначала его, естественно, просто привлекала движуха сама по себе. Со временем он уже, вот я смотрю, да, он начал разбираться, он начал расставлять для себя четко акценты. Сейчас он окончательно нашел себя. То есть к нам пришел мальчик, который любил что-то поснимать и не всегда знал, как он это делает и зачем он это делает. Сейчас это достаточно уже профессиональный оператор, и плюс он очень много узнал и от нас, и вот пока ездил, снимал эти старые дома. Если мероприятия уже запланированные, и митинг, они в основном согласованные все с органами исполнительной власти, тогда мне выдается на месяц список, там, допустим, вот в понедельник, там, такого-такого числа, проводит такая-то организация на определенном месте. Вот я должен на них совершенно точно поехать. Между ними добавляются какие-то внеплановые сносы, там, какие-то здания, несанкционированные акции, которые узнаются там за 2 дня. День, когда было шествие на Болотной, точнее за день, в редакцию наведались сотрудники из Центра по борьбе с экстремизмом. Начали допытываться, где я. После этого мне сказали лучше не высвечиваться. Неделя-две, наверное, да, не отвечал на телефоны, общаюсь только по скайпу. Была она и была мимо полиция, исполнял свои обязанности, а сейчас пытаются заткнуть уже с помощью угроз. Скоро будет не народ, как хотим мы, чтобы был народ, правил страной, а полиция. Президентом должен стать человек, который выслушает, да, и поймет народ. We made were never to be. Though we're apart, you're part of me still. У нас сегодня настоящий праздник. Мы провожаем все плохое и встречаем все хорошее. Встречаем весну, возрождение. Народу-то вообще много? Народу много, кольцо замкнулось, а это 17 километров. Ну, наверное, ГУВД, как всегда, скажет, не замкнулось. Она ГУВД скажет, что было 146 человек. Происходит какое-то событие, наша редакция об этом узнает, бывают и мои связи тоже. Тогда уже идет наоборот, я передаю это редакции, редакция уже принимает решение. Здравствуйте, как у вас дела? Нормально, привет. Вы Ты тут работаешь во всем? Да, мы Да? все снимаем. Молодцы, снимаете. А мы тут с людьми беседуем. А, тут для газеты? Ну, конечно. Наступил такой момент перед выборами. То есть они просто взяли и сократили, никакого финансирования от государства не поступает. Скорее всего, закроют и куда-нибудь в другое место пойдем работать. Алло. Да. Я сейчас в «Голосе». Сейчас я попробую, сейчас я спрошу, если меня отпустят, то я сейчас... Сказали, возбудили уголовное дело на этих, которые продавали крепительные. Мне надо срочно видео отвезти. Какие-то там непонятные бабки. Специально для участников программы Ассоциации «Голос», репортеры на выборах. Выставите ваш кадр. Фиксация нарушений. Когда, если на выборах у нас какие-нибудь проблемы возникнут, я имею в виду на участке. Я понимаю, в колл-центр будет Колл-центр, рассылка. все. 4-й этаж, какой? 14-й кабинет. 14-й кабинет, 2-й этаж. Журналист приехать имеет право за полчаса до 8 часов до открытия избирательного участка. Пресса, она как бы, у нее больше возможностей снимать видео, фото. В принципе, это любой наблюдатель имеет право делать. Подключил модем, кабель, который подключает сеть, сигнал с камеры. Ёшкин хвост. А редакция уже с монитора компьютера захватывает автоматически к себе в аппаратную. Аппаратную уже это все там переоцифровывает и выпускает в интернет. Мне обычно текст высылают, я думал, сейчас слежу за почтой, по ВКонтакте. Районным депутатом Елена Ткач, она нам расскажет, как она провела день на выборных
участках. А Елена, вы в прямом эфире. А, вы только начинаете, что ли? Да. Ну здесь этот написал наш юрист заявление, то, что они не предъявляют книгу наблюдателям. Вы кто? А я... Елена Ткачка. Ну мы разобрались ситуацию. И что? Надо выгнать? А военный билет у них есть, если у них регистрация в военном училище? Спросите это можно пригласить милиционера, чтобы посмотреть. Мы сегодня провели целый день на избирательных участках, участвовали в мобильной группе. Вот у нас юрист Игорь. Он нам расскажет, как мы сегодня пытались, во всяком случае, пересечь нарушения. На всех участках нас в качестве представителей прессы пускали беспрепятственно, не мешали нам работать, за исключением участка номер 3187, о нем я расскажу отдельно. Не надо. Вы скажите, пожалуйста. Вы не даете возможность людям проголосовать. Звони, что приостановлено. Большими массами с самого утра привозили людей на автобус. Нам эту информацию предоставили наблюдатели, которые находились на участке. Впоследствии мы сами смогли убедиться в этом, проследив за автобусами, которые привозили людей, уезжали и через какое-то время привозили этих же людей на этот же участок. Пресечь деятельность вот этой карусели не удалось, хотя выявили. И я так думаю, там достаточно большие будут нарушения. Я очевидец тех преступлений, которые были 4 декабря в этом доме кино. Я член Союза кинематографистов, и поэтому это мой второй дом. Остается только верить в лучшее. Ну, спасибо вам еще раз большое. Хорошо. До свидания, счастливо. Я еще раз напоминаю, народ выбирает президента Российской Федерации на 6 лет. Ёшкин хвост. Сейчас к нам сюда спустятся. Так, ты смотри, не упади. Сейчас меня уже практически на все акции отправляют. Не потому, что я маленький там везде пролезу, как было раньше. Сейчас в основном, потому что у меня знакомых, да, там много из оппозиции. Если не получится репортаж какой-то, позвоню людям, Шехман, Паша, там, они выручат всегда и помогут. Гаврош такой. Гаврош надо образовывать. А он образовывается с большим трудом, мало читает книжек, школу тоже не очень любит посещать. Конечно, знания, они нужны, если он хочет быть действительно корреспондентом. Мы с документами сейчас бегаем, пытаемся свое СМИ зарегистрировать, чтобы сказать правду про настоящую Россию, какая она есть. Развеять миф, что таких больше интернет-изданий нет, чтобы народ всем миром заходил к нам на страничку, знал действительно, что происходит. Правду.